Дорогие друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Мы вас снова приветствуем на площадке правительства Москвы, штаба по защите бизнеса города Москвы. Мы продолжаем серию наших вебинаров с представителями крупнейших зарубежных ассоциаций бизнеса в России. Сегодня у нас в гостях Винченцо Трани. Здравствуйте. Президент Итало-Российской торговой палаты, руководитель Микрокапитал, известный инвестор, друг России. Винченцо, спасибо большое, что нашли время. Спасибо вам. Очень приятно присутствовать здесь с вами. Да, Винченцо, ну вот мы сегодня будем обсуждать, как всегда, вопросы ведения бизнеса в Москве, особенно итальянского бизнеса, безусловно, сложности. Но меня вот волнует один вопрос, чтобы вот начать. Вы уже 20 лет в России. Да, уже время летает, как обычно, поэтому я стараюсь не считать, но 20 лет прошли, на самом деле, да. Я приехал в 99-го года первый раз как турист, и потом все-таки решился остаться. 20 лет прошли, были 20 лет достаточно интересные, потому что на самом деле город очень сильно изменился, и страна все-таки сильно изменилась. Вначале, конечно, было намного более трудно, да? Сейчас стало проще. И я сказал бы, все равно и в трудные, и в хорошие времена было очень-очень интересно. Винченцо, у меня вопрос. Как вы оцениваете уровень экономических отношений наших стран, Италии и России, на данный момент? Отношения Италии и России, они не зависят действительно от правительства. Они зависят больше всего от народа. Да. Это народы, они были всегда в общении, они были очень близки. Они просто были связаны друг друга много веков, не только как раз не только при одно правительство или другая. Я помню, когда еще был Советский Союз, что все-таки Италия была для Советского Союза была самые близкие иностранные государства. Да? И в Италии у нас был один из самых больших партий, была коммунистическая партия. Да? При этом страна была не коммунистской, он был как раз связан больше как раз с Америкой, потому что, в принципе, страна член НАТО. Но, видите, политика, она на самом деле не влияла на общение между странами. Очень много студентов у нас ездили в Санкт-Петербург, приехали в Москве. И для нас Москва была всегда Москва. Да? Это одна из двумя столиц мира. Да? Поэтому уже из таких времен мы смотрели на Россию как на, конечно, очень важная страна, и всегда было интересно, да? Было всегда очень любопытно знать больше по России. Также были со стороны россиян, да? На самом деле очень много людей в то время, кто мог, приехал как раз в Италию, и тот, кто не мог, он изучил через книги, через культуру, через литературу, через искусство, через музыку, изучал как раз наши страны. Такие фундаменты, они настолько важны, что сейчас не важно, кто является премьер-министром Италии или кто есть на самом деле в России, эти отношения, они все равно очень-очень древние и сильные. Поэтому на базе этих отношений сейчас Итало-Российская торговая палата и все предприниматели, которые являются членами Итало-Российской торговой палаты, они строят свой бизнес. Мы, в принципе, должны благодарить большинство, да? Должны благодарить как раз наше предыдущее поколение, которые строили такое шикарное отношение и которые все-таки строили мир через культуру, через общение, а не через политические мысли, которые на самом деле всегда делят людей, да, они соединяют. То есть у нас мощный совместный культурный фундамент. Да. И бизнес в том числе. И бизнес, конечно. И да. бизнес в том числе, да. Вот расскажите нам про бизнес, Винченцо. Вы же руководите Итало-Российской палатой. Да? Мы, кстати, поздравляем вас с назначением. Спасибо. В июне вы стали президентом. Спасибо большое. Это большое приобретение для всего итальянского сообщества здесь, Спасибо. в России, в Москве в частности. Расскажите про вашу палату. Чем вы занимаетесь? Каковы основные направления? Кто ваши члены?
На самом деле, Российская торговая палата это институт действительно очень ключевой в общении между Италией и Россией. Нет другого института, который имеет такой историю, такой важности, как Российская торговая палата. Почему? Потому что она все-таки была создана 1963 года, тогда, когда еще был Советский Союз, и когда в то время президент СССР приехал в Гену и открыл первую за границей выставка советского производства и советские товары. Видите, для меня, конечно, это честь быть президентом Российской торговой палаты. Я считаю, что это не просто ассоциация, это исторический канал, который связывает предпринимательство, связывает бизнес, два страны, которые на самом деле давно вместе, да, со времени расстрелы, со времени как раз с 18 века, да, и 17 века, со времени, когда были как раз реализованы искусство как раз, и были реализованы много архитектурных объектов, которые сейчас мы видим и которые являются частью нашей ежедневной жизни в Москве и в Санкт-Петербурге. Торговая палата, она на самом деле имеет как задача основной это развивать отношения, развивать бизнес между этими двумя странами. Я был назначен президентом после 28 лет президентства мой предшественник, да, господин Алессандрелло. Розарио. Да, Росарио как раз он 28 лет служил в этом должности. И он служил с сильной доверием с российской стороны и сильная поддержка с итальянского. Не так просто быть назначенным президентом этой торговой палаты, потому что она на самом деле очень сильный инструмент общения, и поскольку она создана из итальянской и российской сторон, соответственно, есть и итальянские, и российские предприниматели, на сегодняшний день около 500. В принципе, не нужен быть только хороший предприниматель, нужно в том числе получить доверие от много таких предпринимателей с обеих сторон. При этом поддержка палата это, конечно, очень важно для любой стартап, для любой предпринимателя и любой бизнес, который хочет зайти в Россию, он всегда сначала идет через Российскую торговую палату, получает советы, получает консультации, где-то получает поддержку, получает некий introduction тоже, да, потому что тоже познакомиться это очень важно, да, с потенциальными контрагентами, получить услуги перевода, да, это, конечно, можно их получить везде, да, но получить правильное объяснение и правильное обучение по культурной разнице, которая есть между странами, это, конечно, очень важно. И я считаю, что это является главной целью Российской торговой палаты в время создания бизнеса. Конечно, со временем всегда появится сложность тоже. В любой инвестиции, в любой стране в мире всегда появятся в том числе некие трудности. И трудности Российская торговая палата обязаны решить. Обязаны решить, когда особо они появятся за счет какие-то неправомерные действия, и в том числе, когда они появятся за счет незнания. Да? Поэтому все-таки мы всегда в процессе жизни, поддерживаем в процессе жизни наши компании, которые являются наши члены, и не только во время открытия или в какие-то торжественные мероприятия. Да, мы очень активны и постоянно рядом на каждый из наших предпринимателей. Интересно, Винченцо, вот вы рассказали про неправомерные действия различные, да? Мы к этому еще вернемся, потому что это один из основных сюжетов сегодняшней дискуссии. Расскажите чуть поподробнее. Вы сказали 500 членов, я так понимаю, да, у вас в Итало-Российской палате. И по сути это основная точка входа для итальянских предпринимателей и инвесторов в Россию. У меня вопрос. Кто эти предприниматели? Я так понимаю, это малый и средний бизнес, потому что все-таки экономика Италии, да, в основном это малые и средние предприятия, как и Германии и многих других стран. Или все-таки есть крупные промышленные гиганты, то есть по составу какие-то сектора экономики,
и размер предприятий? Вы знаете, итальянская экономика, она создана, ну, ВВП Италия идет 82% от малый и средний бизнес. Да. Но все-таки есть тоже какие-то крупные компании, да? Поэтому, несмотря на то, что, слава богу, есть диверсификация, я считаю, что это очень важно, есть тоже, конечно, крупные компании, которые представлены здесь, в России. И поэтому основатели Российской торговой палаты были крупные компании. Это была Pirelli, была Eni, да, энергетическая компания государственной Италии. Это был в то время... С Эрнесто Ферденги как раз, да. Правильно. Это как раз есть... Тоже блестяще по-русски говорит. Да, в этом точка зрения... Итальянцы по-русски иногда говорят лучше, чем сами русские, да? Но акцент, конечно, все равно чувствуется, но я думаю, что это как раз дополнительный инструмент, как раз любопытство, развивать любопытство к Италии, да, поэтому это да. Есть тоже, конечно, компания Edison, да, есть крупные компании, как Fiat, да, которые все-таки создали наши отношения, да, между Италией и Россией. Не забудем, что, в принципе, Fiat была здесь в России первый производитель автомобилей, иностранный производитель автомобилей. Поэтому вот эти были основатели. Сегодняшний день есть много дополнительных компаний крупных, как Рицани Деккер, как на самом деле много строительных компаний, Ferrero, да. Мы все любим как раз их шоколады, да, все-таки. Поэтому есть много крупных компаний. Но есть в том числе очень-очень много малый и средний бизнес. И вы знаете, когда мы говорим о малый и среднем бизнесе, мы не говорим о мелких компании, которые занимаются чистой покупкой-продажей товаров. Да. Мы не должны забывать, что очень много объектов интеллектуальной собственности, они придут именно из малый и средний бизнес. Мы не должны забывать, что очень много IT-компаний они являются малый и средний бизнес. И поэтому, когда мы говорим об этом категории, мы не должны думать только о повара, или, не знаю, или о мелких компаниях, которые покупают, продают одежду. Да? Это не совсем правильно логика. Вот мы хотели бы развенчать эти мифы, да, про поваров из Италии, поэтому вот расскажите нам про другие сектора: машиностроение, производство высокоточной техники. Да, как раз это и есть. Вы знаете, когда в течение этих 20 лет отношения изменились, действительно достаточно интересные, изменились, да, с точки зрения бизнеса между Россией и Италией. Вначале здесь было большинство даже крупных компаний или малые и средние, которые продавали свои товары, да. После какое-то времени, даже если вы смотрите на самом деле в направлении керамика, да, наверное? Да, я сказал бы, до 2007, 2006, 2007 года, да. После 2008 года, когда на самом деле была международный кризис, покупательная способность российский средний клиент, она снизилась, да, в связи с курсом. И поэтому товары итальянские, они стали менее востребованы, и поэтому очень много производства российских начало развиваться. Да? И, конечно, после 2014 году, конечно, производство российское оно стало сильно развиваться. И поэтому итальянские малые и средние компании, они начали, и в том числе крупные, они начали уже продавать оборудование, уже продавать станки, чтобы помогать российским компаниям производить правильный продукт. И здесь вот видите, как совместная деятельность, она развивается. И поэтому вы видите очень много, даже если мы смотрим сектора керамика, да, или сектора мебели, очень много мебельных компаний, очень много, на самом деле, компаний в секторе керамики, они раньше продавали свои товары, а сейчас начинаются продавать станки, которые оборудование. Надо же еще обучить пользоваться этим оборудованием. Зачастую. Это главный момент. К сожалению, когда мы видим товары, которые не правильно сделаны, некачественно сделаны, и видим производство России, мы большинство видим на самом деле не товары, которые сделаны не с те оборудования, да, не с те станками, а мы видим товары, которые произведены от компании, которая не получила достаточно обучения на производство этого товара. И вы знаете, почему это важно? Потому что все-таки это тоже процесс, тоже ошибка, которая производится с Китаем. Да? И все знают, что Китай на самом деле много-много лет, да, копировал как раз какие-то продукции итальянские. Когда они копируют, они
пытаются сделать что-то похожее, но поскольку у них нет обучения, у них не получится. А когда это идет процесс обучения это, конечно, очень важно. Да? Для правильного производства это, конечно, очень важно. Но, в принципе, сейчас развивается очень сильная другая практика в этом взаимоотношении между итальянскими и российскими бизнесменами. Это joint venture. Да, вы знаете, это достаточно важный момент, потому что когда вы продаете, когда итальянский предприниматель продает оборудование и обучает контрагент, это одно. А когда на самом деле делается совместная деятельность, и поэтому делается joint venture, да, совместная деятельность между итальянской и российской компанией, да, тогда станется уже по-другому, и продукция, она будет, конечно, более качественной, и обучение, она будет постоянно, не только разовой в начале, да, как раз когда обычно покупается оборудование. И поэтому в результате создается то, которое мы называем made with Italy, да, сделано с Италии. Да. Тогда, да, тогда получается, что это действительно очень интересно. И это интересно почему? Потому что на самом деле с точки зрения себестоимости продукции, она, конечно, сильно снижается. А с точки зрения как раз таможни и транспорта, да, расходы, они, конечно, отсутствуют, потому что все производится здесь. И с точки зрения маркетинга, конечно, это проще, да, и товар качество, конечно, лучше. Поэтому это на самом деле очень интересно, потому что мы дадим возможность населению пользоваться, покупать продукт, который стоит дешевле и который более качественный на самом деле. Вот поэтому эта тема Made with Italy, я чувствую, что это действительно очень важно, и надо нацелиться на развитие этого направления. Безусловно, очень интересно. Винченцо, мы сейчас на площадке правительства Москвы, поэтому хотелось бы узнать чуть подробнее про итальянский бизнес в Москве. Вот давайте продолжим, раз мы затронули технологичный, высокотехнологичный бизнес. Вы знаете, что в Москве существует целая инфраструктура поддержки, да, и технопарки, промпарки, различного рода поддержка, которая оказывается различными органами власти Москвы. Расскажите чуть подробнее, какие итальянские компании, именно технологичные компании, уже работают в Москве. И второй вопрос, интересно насчет передачи технологий. Да, то есть привести оборудование это хорошо, обучить это хорошо, но также вот трансфер, передача прав на интеллектуальную собственность. Существуют ли такие интересные кейсы? На самом деле Москва всегда для итальянца, Москва это всегда Россия. Да? Здесь есть такой, к сожалению, сложность для Российской торговой палаты, что объяснить надо итальянским предпринимателям, что Россия это не Москва, соответственно, Москва это только часть. Да? Конечно, это столица. Можно сказать, субъектов, но... один из регионов. Да. Конечно, это столица, но все-таки Россия это немножко более шире, да, чем Москва. Ну, поскольку правительство Москвы, то мы вот про Москву. Поэтому здесь надо сказать, что абсолютно все итальянские предприниматели, которые инвестируют в Россию, они всегда идут через Москву. Поэтому Москва для нас является дверь, да, к России. Поэтому почему это? Да? Потому что все-таки отсюда мы не можем не сказать, что 90% компаний, которые зарегистрированы, итальянские компании, которые зарегистрированы в России, они зарегистрированы именно в Москве. 90%. Да, это на самом деле очень большое количество. Конечно, сейчас начинается другая тенденция, где в принципе компании не внимательны с точки зрения стоимости ресурсов, стоимости рабочей силы, и ищут, как на самом деле обратиться к другим рынкам. Да? Соответственно, сейчас, если мы смотрим количество компаний, которые начинаются регистрировать в регионе, это, конечно, начинает стать уже большое количество, потому что тенденция она такая. Да? Соответственно, тенденция это ставит фокус уже не в Москве, а в другие регионы. Однако Москва это является с моей точки зрения и на самом деле для наших предпринимателей является
важный город, где инвестировать, большинство с точки зрения высококачественной, высокоуровень продукции, да? Для продажи высокоуровневой продукции, высококачественной продукции. И в этом площадке, в этом городе можно на самом деле найти очень высокого качественного специалиста, да? Конечно, которые в другие регионы не всегда можно найти. Это, конечно, очень важный момент, особо когда хочется стартовать как какой-то высокотехнологический бизнес. Поэтому здесь Москва, конечно, это очень важно для этого. С точки зрения проекта в Москве, который на самом деле особо интересный, это, конечно, Москва есть постоянно новый инфраструктурный проект. И инфраструктурные проекты, они являются всегда очень интересны для итальянской крупной компании. Мы недавно видели как раз уже законченный проект строительства как раз ВТБ-арена. Да? Мы видели очень красивый, на самом деле, очень качественный, очень высокотехнологичный, на самом деле, проект в «Динамо». Да? В стадионе, перестройка стадиона «Динамо». Эта стройка, кажется, что она на самом деле простая, но на самом деле технологии, которые были пользованы в стадионе «Динамо», они были очень-очень особенные. И здесь Rizzani Decker, это была как раз итальянская компания, которая это сделала. Но есть, конечно, очень много других проектов, которые реализовались и реализуются от крупных и малых и средних компаний итальянских именно в территории России. И один из секторов, который развивается активно сейчас, последние 3-4 года, это фармацевтический, на самом деле, сектор. Высокий квалифицированный персонал, который нужен для фармацевтического сектора, это не совсем просто его найти. И, соответственно, Москва это является главной площадкой. Очень много итальянских фармацевтических компаний, которые находятся уже здесь, да, и которые сейчас планируют расширить их бизнес в России, но именно с этого места. Ну, начинают с Москвы. Да, именно с Москвы. Но это совместное предприятие или в чем заключается суть этих проектов? Вы знаете, обычно, если речь идет о строительной, на самом деле строительный проект обычно это всегда является результатом сотрудничества между разными компаниями, и итальянские, и в том числе местные. Нет ни один проект, в котором работают только итальянцы. Да? Поэтому это традиция для этого сектора совместной деятельности. И с точки зрения в том числе и других секторов, и особо фармацевтический, на самом деле, когда итальянская компания развивает бизнес и начинает производить в России, она одна не может это делать, поэтому обычно они принесут ноу-хау, они принесут технологии, и другой производит. Да? Поэтому это традиция в секторе фармацевтика. Кроме того, есть такая практика, в том числе и в другие сектора. То, что все-таки я считаю, что стоит, сектор, на который я считаю, что стоит сосредоточиться сейчас, это вопрос IT-технологий. Да? В Москве? Да. Это очень важно, потому что в Москве сконцентрировались очень много качественных IT-специалистов и очень много качественных IT-компаний. В Италии с точки зрения IT-технологий, поскольку стоимость рабочей силы очень дорогая, есть особо высокий уровень инженеров, которые производят очень интересный софтвер и очень такой полезный для развития производства, да, соответственно, это именно для индустрии, да, для промышленности, которые смогут это делать намного медленнее, чем в России, потому что количество специалистов недостаточно. И поэтому, если передается, если правильно строить сотрудничество, да, между итальянской и российской IT-компанией, и на самом деле будет какая-то делокализация знаний, да, с Италии в Россию, конечно, можно развивать намного сильнее этот сектор IT.
А Москва является главный город, где это можно это реализовать, потому что все-таки именно в этом городе есть концентрация этих специалистов. И очень крупные компании, которые работают в секторе IT, в том числе IT-безопасности, в том числе в производстве софтвера, да, она находится здесь. А не могли бы перечислить пару примеров таких компаний для наших слушателей? На самом деле, если мы смотрим как раз IT-безопасность, Касперский это является сегодняшний день рынок, да, лидер рынка на IT-безопасность, в том числе в Европе. А итальянские компании в этом точка зрения, они обычно малый и средний бизнес, поэтому их имени на самом деле особо не известны, да? Обычно известны в эти секторы американские компании. Но машиностроение, для которой Италия известна... Вот сейчас вы сделаете более известными, Винченцо. Вы нам расскажете, и станут известными. У нас много разных членов, и поэтому, если я звучу ни одно, ни другого, все потом обижаются. Поэтому это нельзя. Но есть, с этой точки зрения, есть... Я предложил. Есть на самом деле очень интересная тема по машиностроению. Мы все думаем, что машиностроение это на самом деле бизнес, который живет без IT, да, который на самом деле простой, и там инженеры, которые как-то строят это железо, и вот и машиностроение. А за машиностроение всегда есть IT-компания, которая производит технологии, софтвер, который работает. Вы представляете компании, которые производят софтвер для роботов, да? Это, конечно, это IT-компания. И все это, для этого, на самом деле, итальянские компании, они являются очень важной как раз структурой, да, для развития европейского даже IT-бизнеса, да, и бизнеса машиностроения. Поэтому я думаю, что этот сектор нужно его развивать достаточно сильно. И главный момент здесь, конечно, ограничения. Вы знаете, что есть очень много ограничений для регистрации интеллектуальной собственности. И, в принципе, то, что большинство ограничивало это делокализация, это было связано большинство с сложностью, с разницей законодательства, да, которое для итальянских предпринимателей не совсем просто и понятно, как эта защита есть. А как вы понимаете, IT это самые чувствительные темы для защиты интеллектуальной собственности, потому что продукция это и есть, это только исключительно интеллектуальная собственность. Винченцо, безусловно, очень интересные такие наблюдения. Поскольку мы представляем штаб по защите бизнеса, давайте перейдем уже непосредственно к тем проблемам, которые сталкивается, возможно, IT-индустрия, да, поскольку вы считаете, что это наиболее перспективный сектор для Москвы, для сотрудничества Москвы с Италией. Расскажите чуть подробнее, какие основные проблемы, с которыми сталкиваются итальянские предприниматели в Москве? На самом деле, я здесь 20 лет, и поэтому могу однозначно подтвердить, что страна и город особо очень сильно развивалась в этом 20 лет. И поэтому те проблемы, которые раньше были, большинство из них они сейчас отсутствуют, слава богу. Да? Только на самом деле вспомню очень много предпринимателей итальянских, которые на самом деле не смогли вести свой бизнес и не смогли на самом деле продолжать своего бизнеса, потому что по разные причины как раз они были жертвы коррупции, они были жертвы на самом деле ракеты и разные на самом деле грустные истории, которые были в части ежедневной жизни в 90-х годах. На самом деле, конечно, с 2000 года ситуация немножко улучшилась, но, к сожалению, была не такая, как сейчас. Да? Поэтому все-таки развитие с этой точки зрения в Москве чувствуется, на самом деле, на нашей ежедневной жизни, на нашей прогулке по городу, и, соответственно, безопасность, она чувствуется. Но, к сожалению, еще есть что-то, которое надо делать. Да? И, соответственно, здесь
есть всегда, когда компания станет более успешной, есть всегда необходимость, чтобы была справедливость в судебном разбирательстве, и чтобы на самом деле риск коррупции была на самом деле снижена. Да? Соответственно, конечно, такие проблемы есть везде, и не только в Москве, но везде есть структуры, так же, как и ваша структура, которые на самом деле защищают предпринимателей, которые хотя бы готовы слышать, да, предпринимателей, которые жалуются на одно или на другую ситуацию. Конечно, жалобы, они всегда много, и реальная жизнь, она очень часто отличается от жалобы, но это вам это смотреть. То, что касается главной проблемы, которые сейчас есть у предпринимателей, большинство проблем они связаны на мелкий уровень, и они связаны с судебным разбирательством, которые обычно запустились неправильно, да? Соответственно, через какие-то злоупотребления полномочий в таком виде. Но, в принципе, слава богу, на уровне судебного разбирательства, если не на первый уровень, но дальше в апелляционной, когда уже идет апелляционная жалоба, обычно решается. Да? Но здесь судебные издержки, они, конечно, дорогие. И предприниматели, которые получают эту сложность, он получает дополнительные аргументы, чтобы съезжать отсюда. Да? Это другой регион или из России? С России, к сожалению, потому что предприниматель не делает разницы, это город или другой город, да? Он делает разницу Италия, Россия. Поэтому если в России не получится, да, если в Москве не получится, значит съезжает с России, да, а не с Москвы. Он не пробует даже в другом месте. Поэтому это действительно очень важный момент. И количество проверяющих органов очень большое, и поэтому есть всегда очень много моментов, где нужно конкретно помогать предпринимателю, объяснить предпринимателю, что все-таки количество проверки он большое, потому что количество проверяющих органов большое. И поэтому, соответственно, если в Италии или в Европе или в других странах мира обычно меньшее количество, да, проверяющий орган, это, соответственно, количество проверки не меньше, потому что это связано с этим. Да? Дальше, конечно, вопрос по снижению те издержки судебные, которые на самом деле сейчас есть, конечно, это, конечно, важно. К сожалению, улучшение структуры нотариальные примеры, да, нотариальная палата, да, которая сейчас последние 3-4 года сильно на самом деле развивался, это видно, да, но вы помните, как это было, когда на самом деле нотариусы не действовали с достаточно большой свободой, да. Конечно, и все эти улучшения, они идут к лучшему, да, они идут как раз к системе работоспособной и система, которая позволяет предпринимателю чувствовать себя более безопасно. Продолжается быть необходимо для итальянской компании работать с итальянским юристом, с итальянской адвокатской конторой. Почему это? Это на самом деле это признак, что все-таки еще недостаточно сильное доверие перед юридической компанией, именно российской юридической компанией. Это значит, что тот отрасль, она еще немножко как раз представлена, конечно, очень много известных хороших юристов, известных хороших адвокатов, но в том числе много людей, которые злоупотребляют это должность, это название, и на самом деле за ним скрываются какие-то другие подходы, да, для решения вопроса. Поэтому здесь, конечно, это очень важный момент. Я думаю, что много можно еще сделать, чтобы улучшить на самом деле систему защиты предпринимателей, но однако много было сделано, и поэтому я как президент Российской торговой палаты, но в том числе как предприниматель, я очень доволен от того, что уже было сделано. Это действительно очень, очень важно. А дополнительные сложности, они связаны больше всего с
вопрос как раз как сделать и что делать, чтобы стимулировать итальянские компании больше приехать в Россию. Да? Я думаю, что репутация, которая создалась в течение много-много лет, она, конечно, сильно влияет в менталитет предпринимателей, которые смотрят на Россию как интересный рынок, где развиваться, но он боится приехать. Да? Он боится, на самом деле, сделать этот первый шаг. Вот. И поэтому здесь, я думаю, что много можно сделать в этом направлении. А чего бояться? Русской зимы? Вот, на самом деле, это хороший вопрос. Русской зимы, конечно, надо бояться, потому что это да. Но, слава богу, я когда вернусь в Италию, я всегда как раз со всеми мы говорим, да, о холоде и все остальное, но, к сожалению, почему-то в Италии дома намного холоднее, чем в России в дома, да, почему-то. Вот расскажите нашим итальянским слушателям, мы потом переведем это все на английский язык. Вот, слышите, Винченцо говорит, что в России теплее, чем в Италии. Тепло дано, на самом деле, не только как раз от природы, но в том числе от газ, который в России, конечно, достаточно дешевый, да, поэтому в связи с этим наши дома, наш офис, они действительно всегда теплее, чем в Италии. С одной стороны, но главная проблема, на самом деле, что больше всего беспокоит итальянских предпринимателей, это некий геополитический риск. Да? В последнее время информация, которая представляется на итальянские масс-медиа, на итальянский пресс, ну, в принципе, это не только итальянские проблемы, это европейские проблемы, это всегда, что здесь есть некий сильный геополитический риск. Почему? Потому что международные политические сложности, потому что все-таки есть какая-то жесткая позиция России, и это, конечно, немножко смущает предпринимателя. Почему? Потому что предприниматель, он привыкнул работать и привыкнет работать обычно в стабильные условия, да, соответственно. Предсказуемые. Предсказуемые, да, это очень важно. И здесь, конечно, какие-то международные трения не всегда могут быть, но другой вопрос, когда на самом деле это станет проблема ежедневного ведения бизнеса. Да? Не можем не сказать, что, конечно, когда в 2014 году начали эта первая волна санкций, они, конечно, немножко мешали людей, которые должны планировать и должны приехать здесь создать бизнес. Мешали почему? Потому что все-таки были сложности с банками, чтобы сделать платежи, потому что банки еще не знали, что это значит санкции, что за санкции, и очень много была неправильной информации. Да, потому что санкции, они были, конечно, не на платежи, они были на инвестиции и на кредитование в какие-то определенные списки, да, людей, да, или компаний. А банки, они в панике, они начали на самом деле блокировать все, потому что просто они не поняли, как надо было это развивать. Поэтому, видите, эта проблема, здесь была проблема информации, да, и это была проблема обучения, да. И дальше, конечно, проблема информации, она очень важна, когда предприниматель принимает решение инвестировать в Москве, да, он должен чувствовать себя уверен, что рынок Москва, он однозначно хороший, что его товар, можно его продавать в Москве, да. И, соответственно, есть люди, которые имеют покупательную способность, да, над этим. Очень интересная история была недавно, на самом деле, месяц назад. Вы помните, что были какие-то митинги на улице, да? И на итальянской прессе, и на самом деле не только на итальянской прессе, а в том числе в Financial Times, да, попала статья, где было написано, что люди на улице не жалуются на то, что покупательная способность сильно упала, и у людей нет возможности почти кушать, нет возможности как раз жить. Да? Вот.
И, соответственно, предприниматели, которые читают Financial Times, и предприниматели, которые читают итальянские прессы, которые копируют ровно то, что написано в Financial Times, он, конечно, беспокоится, потому что думает, как я туда иду продавать свой товар и производить свои товары. Там же, если там нет рынка, да, нет покупательной способности. А следующего дня, ровно следующий день, в принципе, Fitch увеличивал рейтинг России. Да? Ну, соответственно, здесь эта информация, которая немножко, да, не совсем, да, не совсем логична, да, не стыкуется. И, в принципе, с моей точки зрения, аналитики и Fitch, они намного более логичные и правильные анализы наверняка сделали, чем журналист, который писал статья. Наверняка это как минимум, потому что профессия такая, да, аналитики есть аналитика. Аналитическая, да, база серьезная. Вот видите, информация это очень важно, да, поэтому когда идет некая дезинформация, когда идет на самом деле информация, которая мешает предпринимателю принимать правильные решения, здесь очень сложно жить и очень сложно работать, да. Поэтому, да, конечно, Российская торговая палата имеет как задача именно сказать свое мнение всегда, как мнение независимое, но, конечно, одна эта Российская торговая палата, она не может это делать. Да? Поэтому здесь это, конечно, очень важно. И если во времена Советский Союз система передачи информации за границей и система, на самом деле, сотрудничества с издательские дома за границей, он был на самом деле развитый, очень развитый. И всегда можно было знать, что происходило на самом деле в России. И всегда можно было знать другой точки зрения, да? И не только как раз американской точки зрения. К сожалению, сейчас это не так. Да? Необходимо выравнивать информационный фон да. и качество информации, повышать ее достоверность. Это очень важно. И это очень важно сказать всегда свою точку зрения, и чтобы на самом деле своя точка зрения всегда появилась на рынке, потому что предприниматели сегодняшний день они не имеют эту возможность. Да? Конечно. Винченцо, вы затронули несколько важных тем про суды. Я сейчас несколько отвечу, попробую, да, на какие-то вопросы. Действительно, качество работы судебной системы, да, уже не первый раз мы слышим такие, значит, предложения от наших коллег. Наш штаб по защите бизнеса, уважаемые коллеги, он ориентирован прежде всего на досудебное решение споров. Причем споров, которые могут возникать с государственными органами государственной власти, которые находятся в Москве, регионального уровня. Соответственно, для нас это очень важный элемент работы. И, безусловно, конечно, судебная практика, она также требует определенного развития. Что касается, но здесь во многом на самом деле вопрос работы контрольно-надзорных органов. Потому что в суды почему идут? Потому что возникают какие-то споры, проблемы именно с проверяющими, с контролирующими. И здесь есть чем обрадовать, наверное, вас, предпринимателей зарубежных и наших. Как вы знаете, сейчас реализуется реформа контрольно-надзорной деятельности. Это федеральная реформа, так называемая регуляторная гильотина. Наверное, слышали? Да. Вот термин такой был использован. О чем идет речь? Речь идет о том, что Москва и ряд других субъектов станут пилотными площадками, где будет реализовываться этот инструмент. То есть излишние нормы, регулирующие, которые не несут в себе никаких дополнительных ценностей экономических, либо дополнительные издержки для бизнеса представляют, но не гарантируют, например, защиту прав потребителей или другие важные аспекты, они будут просто отсечены. В этом как бы идея. И в данном случае и штаб в этом участвует, и многие органы правительства Москвы в этом участвуют. И было бы, безусловно, очень интересно услышать мнение итальянского сообщества, и мы бы хотели здесь продолжить с вами сотрудничество, чтобы понять, какие вот основные направления с вашими членами торговой палаты, безусловно, потому что каждый сектор торговли отличается там, от лесного хозяйства, рыбного хозяйства и так далее. То есть там везде своя специфика, свои контролирующие органы надзорные. И в этом смысле штаб в это активно вовлечен. Что касается информационного сопровождения, то вот наше мероприятие сегодняшнее, оно во многом, надеюсь, создаст правильное понимание у предпринимателей итальянских, в том числе потенциально, о том, что в России, в Москве работать можно и, в принципе, наверное, нужно. Это большой рынок, да?
Вот, единственное, есть нюансы с русской зимой, есть нюансы с отключением горячей воды в летний сезон, да? Вы, кстати, как это переживаете, отключение воды в летний сезон? Уже, на Горячей. самом деле, это проблем уже нет. На самом деле, на все дома в России, в Москве, на все дома уже есть система, чтобы как раз преодолеть эту сложность. А у вас умный дом. На самом деле, да, уже с умными домами эта проблема уже решена. Но я скажу правду, главный вопрос большинства это не для наших северных итальянцев, да, а для как раз центральной Италии, для южной Италии. Это, конечно, вопрос лед на улице. Это, конечно, очень чувствительная проблема, я скажу. Особенно из таких бытовых, да, потому что все-таки ходить на тротуары, там, где на самом деле есть лед, это, конечно, очень опасно. Да? Будем чистить вместе. Вот, На да. самом деле это важный В момент. Италии есть технологии, чтобы там вот очистить все? Конечно, есть Дешево и технология, качественно. есть, конечно, технология, конечно, да, это да. Но на самом деле это важный момент, потому что предприниматели нам нужны здоровые, чтобы могли ходить, и чтобы они были цели. Но здесь в этом точка зрения много изменился, да, на самом деле, действительно. С этим красивые шире тротуары, это одно удовольствие ходить, да, это да. Чувствуется. Ну, такая, это да, это есть. Я сказал бы так, что не чувствуете европейскость, а чувствуется на самом деле, что сделали шаг даже вперед Европы, потому что, в принципе, вы не видите такие удобные тротуары, такие лавочки, такие структуры, даже такие красивые автобусные остановки. Вы их не видите ни в Милане, ни в Риме, к сожалению. Да? Поэтому здесь нужно наверняка попросить отправить господин Собянин несколько месяцев в Италию. А, в Италию, На самом деле, да. Может, наоборот, Италию господину Собянину, чтобы принять опыт московский? На самом деле, Остановок, да? Это да. Это да, это очень важно. Не, ну на самом деле, с точки зрения удобства, как живешь в городе, это, конечно, совершенно другой, да. Поэтому, видите, Италия даст свой опыт, где можно как раз, чтобы он был полезный. Но недостаточно только знаний и опыта. Нужно только уметь реализовать этот опыт, да. И здесь все реализовался почему-то даже лучше, чем много городов в Италии. Вот расскажите нам про вопрос опыта и знаний. Делимобиль. Да. Вот я еду, каждый раз наблюдаю Делимобиль. Да. Это услуга каршеринга, которую, собственно, запускал Винченцо Да, Крани. да. Я Ваш проект в Москве, в Чечне, я уже знаю. Да, насколько? да, В на самом деле, Екатеринбурге, да. в Петербурге. Да, в 11 городах в России, плюс в Республике Беларусь, в Казахстан и в Чешской Республике. Но на самом деле Москва это был первый каршеринговый бизнес в России. Соответственно, я храню рядом мой рабочий стол, письмо благодарства, которое как раз господин Собянин мне дал, потому что каршеринг в Москве, да, действительно я привез. Да, вот это конкретный пример интересный ноу-хау, интересная технология, которая из города Милан пришел, потому что были мероприятия, в которых господин Собянин участвовал в Милане, и это было в 2014 году. И с этого мероприятия, в этом мероприятии ему показали, как работает каршеринг в Милане, и, конечно, ему было интересно реализовать это в Москве. Вот и мы это реализовали. Но сейчас система каршеринга в Москве, он намного более развитый. И рынок каршеринга намного более развитый, чем сам Милан. Он и больше. Он, во-первых, больше. Он, во-первых, больше. Получается, что это, на самом деле, получается, первый город в мире по развитию каршеринга. Москва. Да? Москва, первый город мира. На самом деле, только на второе место есть Токио. Да? И поэтому, видите, это, конечно, интересный пример. И главное интерес, на самом деле, не только количество автомобилей, да, потому что это достаточно логично, большой город, значит, большое количество машин, а технологии, которые развивались. Благодаря конкуренции, которая развивалась на рынке, каждая компания она начала улучшить услуги, да, для клиента. Если вы сейчас, как клиент российский каршеринг, вы привыкнули к какие-то интересные удобства, да, интересные фичи, вы потом сядете на каршеринг в Милане, вы видите, что на самом деле
это совершенно другой уровень. И вы вспомните, что вот как хорошо был на самом деле московский каршеринг по отношению с миланским каршеринг. Видите, ноу-хау это интересно, это важно, чтобы стартовать. А дальше нужно улучшить его. Причем, насколько я знаю, когда вы запускали этот проект, вы сотрудничали с правительством Москвы, Да, и да. там были интересные совместные договоренности, да, по поводу стоимости тех же Да. аренды. Да, правильно. Мы на самом деле, это проект и есть, на самом деле, проект правительства Москвы, на который очень хотели развивать этот конкретный проект, и мы стали как раз первый инвестор в этом направлении. При этом мы инвестировали в 2015 году именно во время санкций, и один из причин, для которой я хотел именно в этом году начинаться, в 2015 году начинаться, это было именно это, да, показать, что все-таки на рынок, показать, что все-таки санкции, это не значит, что неинтересно инвестировать как раз в Москве, а наоборот, да, что все-таки санкции это моменты, в которые, как любой сложность, это моменты, в которые, если образуется как раз ниша, да, туда и надо зайти, да. Это возможно. Это возможно. Потому что кто-то ушел. Да, кто-то, как раз, да. В этом случае, в каршеринге, конечно, это был очень-очень интересный проект. Вы вовремя вошли, правильно? Да, это да, на самом деле. И были успешны. На самом деле, да. На самом деле, в конце 2018 года мы первая Dream Mobility является, на самом деле, первая компания как раз в России с точки зрения выручка, да. И, конечно, с точки зрения profitability, да, это, конечно, очень важный момент. Поэтому, да, но мы с другой стороны очень довольны, очень рады, как все развивается с города, и в этом точке зрения мы видим, что город заинтересован на развитие условий, да, и не только на развитие количества автомобилей, а в том числе, чтобы было всегда более большое удобство для жителей. Винченцо, спасибо. Вот очень интересный пример. Я надеюсь, он вдохновит наших слушателей. У меня вопрос. У нас штаб по защите бизнеса, да, это коллегиальный орган правительства Москвы, возглавляет Сергей Семенович Собянин, мэр города. И одна из задач штаба – это улучшение, создание благоприятных условий ведения бизнеса. Как вы правильно отметили, Москва является в основном точкой входа для многих бизнесменов иностранных, 90% итальянского бизнеса здесь. Но, тем не менее, что еще Москва могла бы сделать для того, чтобы сделать привлекательной не только себя, но и, возможно, в принципе, инвестирование в Россию? Как вы знаете, президентом страны поставлены достаточно амбициозные задачи, важные задачи в майском указе в 2018 году. Одна из задач всех губернаторов – это развитие инвестиций. Вот вы, как человек, который любит Россию, да, который живет здесь, инвестирует, работает здесь. На ваш взгляд, что еще могли бы мы сделать для того, чтобы создать еще более привлекательные условия для иностранных бизнесменов, иностранных инвесторов, возможно, пофантазировать? Да. Но на самом деле много можно еще делать, да? Вы, конечно, уже много сделали, но можно еще очень много сделать. В этом точке зрения я всегда сделаю конструктивный, на самом деле, пользу конструктивный подход. Здесь очень важно вернуться к теме информации, да, чтобы инвесторы могли бы получить правильную информацию. И что нужно все-таки, чтобы получить правильную информацию? Мы, как я лично, как финансовый инвестор, и как на самом деле на сегодняшний день моя компания инвестирует в Россию около 350 миллионов евро, да, соответственно, это достаточно большие инвестиции. И очень много из этих инвестиций, они идут от других инвесторов. Поэтому я знаю, что происходит с точки зрения на финансовой отрасли. Да, иностранные инвестиции очень важно привлекать в Россию. И любой финансовой инвестиции, так же, как и любой предприниматель, который хочет приходить в Россию, он должен получить правильную информацию на рынке. Но такие сложные и, на самом деле, фейковые информации, которые уходят на иностранный рынок, это, конечно, всегда проблема, всегда опасно. И как можно воевать против этого? Да? Можно только воевать с показывай
у инвестора, и особо у финансового инвестора, показывай, какая реальная картина, что реально происходит в России. И здесь, видите, я очень часто организовал такие визиты, очень часто приглашал мои инвесторы в Россию и показывал им, как здесь можно жить, да, и какие здесь плюсы, и какие здесь минусы. Когда вы показываете такой город, как Москва, как развивалась, как на самом деле удобно жить, как люди живут, и как на самом деле средний класс развивался в последнее время. Когда вы ходите на улицу, вы видите средний класс. И вы не можете не вспомнить, что в 91 год средний класс она не было. Да? Соответственно, это все строился в этом времени. Да? И, конечно, особо в этом точке зрения развития это произошло когда? Когда как раз с 2001 года и дальше. Да? Поэтому вот, когда вы здесь приглашаете людей, вы здесь имеете возможность показать город, имеете возможность показать, что здесь риск совершенно ниже, чем те, которые на самом деле мы видим из-за границы. И если это важно для обычного инвестора, для обычного предпринимателя, представляете, как это важно для финансового инвестора. Поэтому здесь был очень интересный проект раньше, который до 2013 года развивался. Это создание как раз Москва как финансовая столица мира. Да? Я на самом деле думаю, что этот проект был очень правильный. И не надо было его остановить как раз за счет санкций. Наоборот, надо было его сильно развивать, потому что когда инвестиционные дома, когда международные брокеры, да, по инвестициям, когда финансисты всего мира, они откроются в России, и когда они здесь сидят и работают в Москве, в этом конкретном обществе, они не могут рассказать что-то, которое на самом деле не так. Да? И они будут видеть конкретно, да, что интересно и как быстро компания развивается. Одна тема – это читать на самом деле развитие Яндекс, да, или развитие другие, не знаю, Вимпелком или другие компании из отчета. Да? А другая тема – это посмотреть город, где эта компания развивается. Это посмотреть на самом деле обстановка, да, и видеть, что все-таки те риски, которые мы читаем на Financial Times, они не соответствующие с реальностью. Вот поэтому миссия развития Москва как финансовая столица, она имеет очень важную информационную как раз цель. Да? Соответственно, цель это не только привлечение инвестиций, это в том числе привлечение некие послы, да, финансовые послы, которые передают правильную информацию за границей. Вы посмотрите примеры, на самом деле, которые делали все-таки в Дубае, да, на самом деле в DIFC, они создали такой международной финансовой столицей, которая сейчас она является реальной международной финансовой столицей, но при этом они находятся в пустыне, да, и в странах, где на самом деле нефть уже почти закончилась. Поэтому, извините, но все-таки это на самом деле немножко другое положение, чем в Москве. У нас еще есть нефть, но не в Москве, правда. Но, слава богу, что не в Москве, потому что на самом деле в Москве уже все есть, да, поэтому на самом деле, но пусть нефть будет в других местах. А здесь пусть будет знание, пусть будет ноу-хау, пусть будет технология, пусть будет рынок, да. И это наш сегодняшний нефть, это должен быть, да. Поэтому, соответственно, я думаю, это помогает Москва развиваться. Факт, что как раз нет нефти. Так, финансовые послы-то идут? Финансовые послы в реальной жизни, они, к сожалению, сейчас идти не могут, потому что законодательство не предусматривает эту возможность. Законодательство сегодняшний день ограничивает. А что препятствует? Препятствует очень много разных моментов, которые, во-первых, налоговые политика, которая сейчас реализуется, она не сделана для финансовой инвестиции, она сделана для реального сектора экономики. Да? Но для финансового инвестора это на самом деле не полезно. Да? Она, соответственно, она не такая, как на самом деле в финансовой столице мира, как в Лондон, как Дубай, да, как Сингапур. Это другой подход налоговый. Ограничивает в том числе, конечно, подход
визовый режим, да, это, конечно, тоже очень важный момент. Вы, конечно, здесь сейчас сделали достаточно интересный шаг с точки зрения в Петербург, да, есть достаточно интересный шаг с точки зрения виза-фри подход, да, потому что есть интернет-виза, да, которые иностранцы не могут получить, чтобы смотреть город. Но здесь это конечно, интересно для развития туризма, но это не надо его смотреть только для развития туризма. Это надо его смотреть в том числе для улучшения информации, которая на самом деле ходит за границей. Да, просто человек, который прилетает, он видит, он понимает и передает. Поэтому это не только выручка по туристический бизнес. Да? Не надо смотреть только на это. Надо тоже смотреть на логику как раз распространения правильной информации по Москве, да, и по России. Поэтому виза – это дополнительное ограничение, которое есть, и все-таки было бы хорошо, если мы идем в этом улучшении условий, да, хотя бы интернет-виза и виза. Да. Много, конечно, еще можно сделать, но я думаю, что главное для привлечения некие финансовые послы в Москве, это, конечно, изменение налогового законодательства и хотя бы ограничивание на это конкретный сектор. Это, конечно, важный момент. Но в конце концов финансовые послы, они же инвестируют, финансовые послы, да, в реальный сектор в том числе. На самом деле, да, потому что любые инвестиции, которые можно сейчас сделать в России, они большинство финансируют в реальный сектор, экономика. Поэтому это, конечно, положительно. А если они отсюда инвестируют тоже в какие-то ценные бумаги? Это деньги для развития. Это, конечно, но кроме того, это на самом деле увеличение возможности для и знаний на самом деле на рынке, да, потому что все-таки вы представляете, сколько финансистов сейчас работают в DIFC в Дубае, да? Очень много финансистов со всего мира они приехали туда. А откуда там местные знания? Местные знания там нулевой, да? Поэтому, соответственно, вы видите, какой поток знаний, какой поток ноу-хау пришел, да, в Дубай. И это, конечно, или в Сингапуре. Конечно, это можно было это реализовать в том числе в Москве. Мои коллеги всегда жалуются на как медленно развивается на самом деле финансовый рынок в России, да, и биржа в России. Во-первых, это неправда, да, потому что все-таки московская биржа, она на самом деле является очень хороший проект, при этом инвесторы, соответственно, и в том числе акционеры московской биржи, это являются в том числе иностранные финансовые институты, это, конечно, даст прозрачность, это, конечно, положительно. И, в принципе, они хорошо развивались с опозданием времени, но, конечно, им нужно больше операторы, да, и такие больше операторы, такие больше финансовые институты, если они находятся здесь, они начинают более активно пользоваться, в том числе московской биржи. И эти люди, они живут, и обычно живут неплохо, поэтому они принесут больше, конечно, доходов, в том числе для малого и среднего бизнеса, который в Москве работает. А что нужно сделать, чтобы привлечь их? Какие нужно создать налоговые условия? Я думаю, что с точки зрения налогового законодательства сильные изменения не нужны. Нужно просто создать специальные условия для этой категории людей, для этой категории компаний, да, которые все-таки открываются и которые могут получить какие-то разработки с точки зрения налоговой пошлины, что касается доходы, генерированные за границей, да, это главный момент. Да. Если финансовый институт, который держит центральный офис в Москве и который все-таки инвестирует на американской бирже и генерирует там прибыль, или который на самом деле инвестирует в private equity в какой-то другой стране, он не должен заплатить здесь налога по прибыли, которая генерирована в другом месте. Да. На самом деле это достаточно важно. Да? А сейчас платят? А сейчас, сегодняшний день, да, потому что на самом деле это сделано не для финансового института, это сделано для физических лица и для компаний, которые работают в реальном секторе экономики. И вот поэтому нужен немножко другой подход, сфокусированный специально именно на этот сегмент. И обычно это может быть даже прибыльно с точки зрения налоговой, потому что никто не говорит, что это должен быть в убытке, да, для государства. Наоборот, это должен генерировать дополнительный плюс.
Вот, Винченцо, зачастую проект интересный. Вот вы рассказываете, так действительно интересно слушать, тем более есть Астана, которая тоже создает у себя, уже создала финансовый центр, да? И в некотором смысле, наверное, конкурирует на пространстве СНГ как минимум. Но вот всегда встает вопрос, да, вы говорите налоги, значит, оптимизировать, чуть-чуть донастроить. Сочетание, вот сколько бюджет может потерять от такой донастройки, а это всегда очень трудно, такие вот проекты даются, да, если особенно, то есть терять мы, как бы, наверное, не совсем это правильно, да, так рассуждать. И сколько может получить мы, дополнительных мы можем получить инвестиций, да, в Россию, в Москву. Вот на ваш взгляд, вот это вот сочетание, тут действительно овчинка выделки стоит или... Вы знаете, любая инвестиция, она начинается с какой-то вклада, да? Вы не можете спросить наших предпринимателей, которые являются предпринимателями Российской торговой палаты, вы не можете им сказать, ну, ты начинай бизнес, но ничего не вкладывай. Да? Это, к сожалению, не работает. Поэтому, конечно, какой-то вклад в начало надо делать. Но цель, нужно понимать цель. Мы здесь строим, если мы строим финансовую столицу, мы не строим исключительно структура, которая генерирует прибыль для государства. Мы строим в первую очередь структуру, которая помогает правильно подача информации за границей. Да? И мы строим структуру, которая привлекает другие инвестора в этом рынке, да, которая показывает этот конкретный рынок ежедневно в этом инвестора, которые придут, плюс привлекает дополнительные инвестора, которые на самом деле инвестируют в этом финансовом институте, которые могут дальше развиваться. Поэтому здесь привлечение инвестиций, это тоже стоит денег. И все-таки думать, что мы снижаем выручку, которая генерирует налоги, и поэтому это убыточно, это на самом деле слепой подход. Да? Нужно его смотреть более комплексно. И главный здесь момент. Мы сейчас имеем в России очень стабильные финансовые институты, очень стабильная банковская система. Если это было бы 10 лет назад, да, соответственно, мы не могли бы строить Москва финансовая столица, потому что Москва финансовая столица надо было базировать на банковской системе. А банковская система была очень слабая, очень слабая. Сейчас, на самом деле, он чистый. Была большая чистка, конечно, это было больно, да? Но на самом деле это было очень эффективно. И сегодняшний день российский банковая система, он безопасный, потому что государство защитило его, потому что государство доказало, Центральный банк доказал, что вкладчики, они не могут терять свои сбережения. То, что на самом деле произошло несколько лет назад, даже не совсем так давно. Да? Вот, поэтому сейчас на этот фундамент можно строить шикарный подход к развитию Москвы финансовой столицы. И именно на базе этой банковской системы, где в Москве на самом деле есть центральный офис почти все, или крупнейшие все-таки банки в России, они здесь в Москве. Поэтому представьте себя как правильный был бы в том числе для развития банковской системы. Это логика. Да? Интересное суждение. Но тогда этот проект должен реализовываться совместно на федеральном московском уровне. Очень важно, чтобы это было на московском уровне, потому что все-таки Москва это является первый контрагент для любой иностранной компании, которая решила инвестировать в Россию. И такие люди, такие инвестиции, такие инвестора, они должны здесь жить. Они должны привыкнуть здесь жить, и, соответственно, город должна быть в первую очередь дверь для их. Да? Соответственно, это должно быть в первую очередь главный на самом деле момент, то, что именно этот проект он начал с Москвы, да? Соответственно, из правительства Москвы. Дальше, конечно, нужен на федеральный уровень, в том числе, потому что много препятствий на сегодняшний день они на федеральный уровень, но основной контрагент это должен быть Москва. Здесь я думаю, что очень важно ограничивать, в том числе территориальный, да, какой-то определенный район, где строится финансовая столица, чтобы на самом деле эти инвестиции они были правильные, направлены, чтобы на самом деле могли бы пользоваться, и это тоже возможность, да, определить какой-то определенный
определенный район, который хочется развиваться, да, для этого, который более правильно, чтобы, в принципе, не мешать законодательству, которое действует в другие районы города. Понятно. Действительно, проект требует проработки. Мне кажется, такая идея вами интересная предложена. Ее, наверное, бросать не стоит ни в коем случае. Давайте попробуем создать, возможно, рабочую группу совместную, проработать этот вопрос, посмотреть, что из этого получится. Как минимум, подготовить аналитическую базу С удовольствием, с чтобы удовольствием. понять, какие преимущества, какие риски, какие, возможно, недостатки у этого проекта. И в дальнейшем двигаться в этом направлении. Потому что, конечно же, привлечение инвестиций для нас очень важный фактор. Да. И доверие зарубежных инвесторов, оно здесь играет решающую роль. Потому что это дополнительные, с точки зрения экономики России, с точки зрения экономики Москвы, это дополнительные деньги. Да, однозначно. Хотя уже Италия входит в число одних из первых инвесторов в Россию, в Москву в частности. Правда, это правда, да, слава богу, это есть. Почему? Это опять потому, что на самом деле доверие Италии перед Россией, она достаточно сильная. И сильная за счет как раз много-много-много веков отношений между этой страной. Да, и благодаря вам оно будет еще сильнее. Ну, спасибо большое, но на самом деле я всего лишь один маленький как раз звенок в этом огромный процесс. Маленький, не маленький. Это покажет время. Винченцо, большое вам спасибо за уделенное время. Вам спасибо. Приехали, откликнулись на наше приглашение. Возможно, у вас есть какие-то пожелания штабу по защите бизнеса, какие-то пожелания итальянским инвесторам. Вы знали вообще про существование штаба до этого? На самом деле я слышал, да, но на самом деле много институтов всегда мы знаем и мы слышим, но я на самом деле не думал, что он был такой активный, да, это для меня было, конечно, очень интересно видеть, что все-таки это не просто институт, который существует, это на самом деле очень активная структура, которая ищет свои контрагенты, которые на самом деле себя показывают не только на прессе, а в том числе на реальный ежедневный бизнес. Поэтому я думаю, что это очень важно для Российской торговой палаты, это очень важно на самом деле сотрудничество с штабом и в принципе с вами обсудить конкретные сложности и конкретные идеи вместе их развивать. Безусловно. Пожелания итальянским инвесторам или бизнесменам? Итальянские инвесторы и бизнесмены только как раз приглашение больше, чем пожелание. Да? Приглашение как раз приходить сюда и смотреть в Россию наконец-то как основной рынок для развития своей компании, особо с логикой с точки зрения огромный евразийский бизнес, где двери находятся как раз именно в Москве. Спасибо. Спасибо большое, Винченцо. До новых тогда встреч с вами. Спасибо. Мы продолжим серию наших вебинаров с нашими зарубежными гостями, партнерами. Поблагодарим еще раз Винченцо. Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.